Небольшая улица Кирова и несколько домов на ней таят в себе десятки человеческих судеб. Каждый дом и каждый дворик здесь имеет свою историю. Несмотря на то, что улица Кирова – самый центр города, тут нет элитных особняков, а местные жители – самые обычные гродненцы. Хотя на протяжении конца XIX и начала XX века тут располагались в основном просветительские учреждения, жили и практиковали врачи. Здесь, в самом центре города, еще в советское время и даже в конце 90-х люди неохотно получали квартиры. Не было элементарных удобств. Но обо всем по порядку. Сегодня улица Кирова – одна из центральных улиц старого городского центра. На ней расположены старинные, некоторые возведенные еще в XVII веке и сочетающие в себе разные стили. Барокко, как бывший комплекс иезуитского коллегиума, сейчас Гродненская тюрьма, модерн, как дом 32, а также архитектура советского периода. Но большинство зданий на улице Кирова были построены в конце XIX – начале XX века в стиле эклектики, которая является визитной карточкой старинного Гродно. Впервые улица упоминается на старых картах Гродно в 1560-х годах как улица Мирницкая, и это была окраина города. Кто помнит мое видео про улицу Урицкого, она примыкает к улице Кирова, там я рассказывала, что именно на Урицкого располагались въездные ворота в город, так что действительно самая окраина города. А сейчас центр, вот так все меняется в этом мире. Уже с последней четверти 17-го и вплоть до 1860-х годов эта улица называлась Резницкой. Там в основном жили простой люд и мещане. Новый статус развития, если можно так сказать, улица приобрела после строительства в Гродно железной дороги. Гродно стал развиваться, и городская окраина переместилась уже за железную дорогу, примерно туда, где сейчас улица Щорса. А бывшая Резницкая улица постепенно стала приобретать презентабельный вид. До 1880-х годов здесь преобладала деревянная застройка, и художник Наполеон Орда 11 июля 1867 года изобразил на своем рисунке, как эта улица выглядела в то время. Были, конечно, на этой улице и каменные дома, которые по большей части находились в ее начале, и чудом уцелели во время разрушительного Гродненского пожара 1885 года, после которого улица была отстроена заново и в основном приобрела свой современный уже вид. Когда-то в начале улицы, примерно на месте нынешнего Фарного костела и Гродненской тюрьмы, находилась православная церковь Святого Симеона с прилегающим кладбищем и другими церковными землями, которая была утрачена в результате пожара в середине XVI века. Затем этот участок перешел во владение иезуитов, и, как мы знаем, костел, который сегодня именуется Фарный, был построен здесь в конце XVII века. И помимо бедных построек, в разное время на улице располагались несколько деревянных дворцов и усадебных домов крупных магнатов и землевладельцев. В XVI веке участком здесь владел потоцкий воевода Ян Глебович, в XVII столетии смоленский скарбник Градковский, а в XVIII веке на улице размещались резиденции Потоцких и Соболевских. После подавления восстания 1863-64 годов улица была переименована в Полицейскую. Нет сведений, что там располагались какие-то учреждения стражей порядка, возможно, потому что здесь располагается сейчас комплекс построек Гродненской тюрьмы, которая с 1820 года размещается в бывшем комплексе иезуитского монастыря и коллегиума. Строительство пересыльной тюрьмы началось после войны 1812 года на территории бывшего иезуитского коллегиума по типовому проекту. В двухэтажном кирпичном здании предполагалось содержать до 80 арестантов, и заведение начало работать 21 октября 1820 года. В здании Браме разместились комнаты стражи, камеры и больница для дворян. В основном здании тюремной казарме камеры для простолюдинов и 3 как бы секретные камеры для особо опасных преступников, политических заключенных. Несмотря на такое грозное название, улица Полицейская, улица и в то время, и в последующие была очень неблагополучной в криминальном отношении. Ну, во-первых, она являлась одной из въездных путей в город, и на ней часто совершались кражи, и так когда улица была довольно узкой, часто экипажи с извозчиками калечили пешеходов. Все эти сведения содержались в архивных документах о том времени. А что же располагалось в этих домах раньше? Это сегодня на улице живут обычные гродненцы, хотя уже можно увидеть, как первые этажи зданий переводят в нежилой фонд и открываются кафе, бары, небольшие магазины, парикмахерские. А что было до этого? Сейчас я вам и расскажу.
Дом номер 3, который был построен в 1878 году. Это был дом присяжного поверенного Абрамского. 1897 год, здесь находится штаб саперного батальона, 1903 здесь жил и имел частную практику доктор Евнин, а уже в 1920-м дом раввина Хаима Белостокского. Дом часто менял хозяев, что, конечно же, не способствовало его сохранности. И в 1926 году в нем уже был склад колониальных товаров, а после уже советский период истории сюда заселили жильцов. И расселен дом был относительно недавно, только в 2008 году. Сейчас тут располагаются различные организации, и буду рассказывать вам про дома по порядку, несмотря на то, что порядковые номера расположены на противоположной стороне от дороги, но так, наверное, интереснее, правда? Дом Кирова, 4. В книге по топонимике улиц Гродно он называется «Дом лютеранского товарищества». В конце 1920-х годов тут работала семиклассная евангелистская школа и располагалась частная типография. А уже в 1940-м здесь была начальная школа номер 8 с белорусским языком обучения. В 1950-м это уже был областной институт усовершенствования учителей, и первоначально дом был двухэтажным. Третий этаж был надстроен в 60-е годы по программе увеличения жилищного фонда трудящихся. Третий этаж заметно меньше по высоте, чем два оригинальные. И после этого капитального ремонта сюда вселились обычные гродницы. Сейчас это многоквартирный дом. Вот как он выглядит с обратной стороны, со стороны входных подъездов, который в нашем городе знаменит тем, что здесь жил известный тренер по спортивной гимнастике Ринальд Кныш. В честь его памяти на доме установлена в 2022 году мемориальная доска. Именно он тренировал всемирно известную гродненку Ольгу Корбут, и одна из сторон этого дома выходит на улицу Урицкого. А еще этот дом ближе всего расположен к Фарному костелу на этой улице, и жители дома часто слышат перезвон колокола, который отбивает время на башне. Дом номер 5. Построен в конце XIX века, предположительно в 1898 году. Так же, как и его сосед, дом номер 3. Этот пятый тоже любил менять хозяев, но не буду утомлять вас перечислением дат, когда в это время в доме менялись владельцы. Эта информация вряд ли так интересна. Скажу только, что в разные годы в нем располагалось и еврейское начальное училище, чуть позже семиклассная еврейская школа Тарбут. Уже в Великую Отечественную войну с 1940 по 1941 работала начальная школа номер 23 с русским языком обучения, а после войны здесь был Гродненский техникум физической культуры. Но, пожалуй, знаменит этот дом стал по другой причине. Здесь в 1893 по 1897 года проживал врач-окулист и создатель языка эсперанто Людвиг Заменгоф. Именно им был придуман язык, на котором во всем мире разговаривает более 2 миллионов человек. Не так давно у нас в городе была лекция, посвященная языку эсперанто, и я с удивлением узнала, что это движение по изучению языка и обмену опытом до сих пор существует и весьма популярно во всем мире. В Венгрии, например, в Будапештском университете этот язык студенты изучают на государственном уровне, потому как за изучение дополнительного иностранного языка студентам положен грант и дополнительная стипендия, а эсперанто весьма легкий язык для изучения, реально его выучить даже за 3 месяца. И по всему миру существует движение любителей эсперанто, есть различные клубы, школы. В соседней Литве, например, есть клуб с количеством более 2500 человек. И все эти люди общаются между собой исключительно на эсперанто. Именно Людвиг Заменгоф перевел на эсперанто повесть «Марта», написанную другой нашей знаменитой гродненкой Элизой Ожешко. Долгое время этот дом не имел собственника и начал сильно разрушаться. И только после смены владельцев в 2009 году была проведена реконструкция, и сегодня здесь находятся различные организации. Кирова, 6. Дом построен в 1880 году. Дом Острогорского. Раньше названия домам давали по фамилии владельца. В 1894 году здесь находился частный еврейский пансион для девочек, а уже в 1910 скоропечатная мастерская Лейбы Лапина.
В 1930-е годы в здании номер 6 размещалась ночлежка для бездомных мужчин, ставшая головной болью для полиции. И в 1931 было принято решение перестроить здание под городскую больницу, что, конечно же, улучшило криминогенную ситуацию на улице. Рядом стоящий вплотную дом имеет адрес Кирова, 8. В 1957 году, в советское время, в здание передали в ведение облкниготорга, и здесь работал букинистический магазин вплоть до 1970-х годов, когда здесь был магазин «Книга почтой». А сегодня здесь находится известным многим гродненцам и гостям нашего города галерея у Майстра. Дом жилой, многоквартирный и имеет очень оригинальный вид за счет надстроек окон на крыше. Выглядит как скворечники, правда? Очень оригинально смотрится и выделяется на общем фоне домов по улице Кирова. Почему-то вспомнился анекдот, очень подходящий жителям, наверное, этого дома. Жил напротив тюрьмы, а теперь живет напротив дома. Это все, конечно, только шутка, но выглядит дом действительно оригинально и можно рассматривать бесконечно. А мы с вами пойдем дальше. Дом номер 10. Принадлежал также врачу по фамилии Соловейчик и имеет двойной адрес, второй значится по улице Городничанской. Имеет оригинальные элементы на конструкции фасада и, скорее всего, в конце XIX века был одноэтажным, потому что слишком высокий первый этаж по сравнению с верхними. Сейчас дом жилой, многоквартирный и тоже очень интересно смотрится и выделяется на фоне других домов на улице. Вот согласитесь, что окрасить дома разным цветом была отличная идея. То есть не в одной цветовой гамме, там все желтые или все кирпичные в кирпичном стиле, а вот именно разные. Это и придает такой колорит. Дом номер 12 построен в 1887 году. И это яркий пример такого послепожарного, что называется, строительства в Гродно. В книгах по топонимике значится как дом Крынского. После реконструкции в 2000-х годах написано, что с фасада дома исчезли все старинные балконы и их заменили на более облегченный вариант. Но дело в том, что иногда старинные чугунные или литые балконы слишком тяжелы для конструкции старого дома, и в целях безопасности их заменяют. И как и в этом случае, заменили на что-то более легкое, ажурное, но, что называется, с претензией. А ведь могли оставить просто прутья балконного ограждения или вообще срезать балкон, так что это еще не самый худший вариант. В 1918 году здесь работала Гродненская еврейская гимназия, а в конце 1920-х тут уже размещалось товарищество государственных чиновников. Да, было и такое в начале века. Но, пожалуй, самое необычное и оригинальное здание на улице Кирова – это дом номер 13, вот этот кирпичный с мезонином. Это бывший дом братьев Кроп. Построен был в 1914 году, о чем свидетельствует год постройки. На фасаде высоко, на фасаде под самой крышей мезонина, если посмотреть, видите? Реконструкция его не сильно коснулась, поэтому сегодня мы можем рассмотреть яркий пример, что называется, кирпичного стиля из желтого гродненского кирпича. До 1928 года дом был жилой, а после в нем открылась кондитерская братьев Кроп. На фасаде дома сохранились старинные элементы декора, и можно также стоять, исследовать стены, и иногда вот так смотришь и наткнешься взглядом на старый кусок деревяшки, какие-то старые гвозди, очень интересно. Но и сегодня дом жилой, многоквартирный и очень необычный, если обойти его с другой стороны. Тут такой типичный пример какого-то одесского дворика. Разные входы, подъезды, лестницы. Тут живут обычные гродненцы и, думаю, очень довольны своим жильем. Мне, например, тоже нравится такое разнообразие и индивидуальный подход, а вам? И даже под крышей в мезонине у кого-то есть квартира. Ну, интересно, правда же? А признайтесь, кто вот так обходил здание и заглядывал во дворики и смотрел, какое здание с обратной стороны фасада? Иногда очень интересно и оригинально. Даже не верится, не всегда можно понять, какой это дом, если он с фасада один, а с торца или с обратной стороны совершенно другой, вот такой необычный. Следующий дом номер 14, дом Эйсмонта. С 1950 года тут располагались в основном различные медицинские учреждения. В 50 году была станция скорой помощи и первая детская поликлиника, а позже тубдиспансер. Дом был построен в 1900 году, и сейчас тут расположено также медицинское учреждение. Ну что ж, переходим дорогу и идем дальше.
Дом номер 16, вот этот, построен в 1890 году. И известно, что в 1926 здесь располагалась еврейская религиозная школа Тора Хаим. А в советский период времени и до сегодняшних дней дом использовался под жилье. С послевоенных десятилетий до начала 70-х на первом этаже дома находилась популярная у Гродненцев пивная. После ее закрытия вход со стороны срезанного угла на первом этаже замуровали, а помещение пивной переоборудовали под квартиру. Вот такая тайна этого срезанного угла. Там была дверь. А на фасаде дома остались старые балконы и, если обратите внимание, с дощатым полом. Интересно, насколько комфортно и безопасно установить там, допустим, пару кресел и столик. Как-то хлипко выглядит, как по мне. А вы что думаете? Примыкает к нему дом номер 18, вот этот. Это тот, где всегда оригинальные уличные инсталляции. Помните, гродненцы, тут летом была стилизация под Алису в «Стране чудес». Дом Лившица, построен в 1884 году. А через год в Гродно случился большой пожар. Но, как ни странно, дом почти не пострадал. Рядом дом номер 26, вот этот, с деревянной надстройкой второго этажа. Потому что изначально он был одноэтажным, 1888 года постройки. А по программе увеличения жилищного фонда страны второй этаж достроили. И кто-то был, наверное, рад получить и такое жилье, пусть даже наверху и с небольшим потолком. А рядом с ним расположен очень интересный дом под номером 26А, вот этот. Он был построен в 1889 и подвергся масштабной реконструкции в 1970-е годы. На фасаде кое-где по границам этажности оставили оригинальные элементы архитектуры дома, но если вы заглянете на дом с обратной стороны, обойдете его, то ни за что не поверите, что это дом старый, а не современный. Видите, насколько его изменили, реконструировали? В доме номер 26А в начале 20 века проживал известный гродненский губернский архитектор Иван Плотников, который приложил руку к возведению многих городских зданий того периода, но вошел в историю как один из творцов Свято-Покровского православного собора. Если я про какие-то дома не рассказываю, то это только потому, что информация, увы, не сохранилась. И вот дом желтый впереди, многие обращали на него внимание, дом номер 32, дом купцов Косовских. Он был построен в 1912 году, о чем свидетельствует надпись на фасаде, и дом уникальный для своего времени. Построили его два брата Косовские. Они владели первой паровой мельницей в нашем городе, которая располагалась недалеко отсюда, на улице Василька, и, к сожалению, до наших дней она не сохранилась. Так вот, чем был уникален этот дом? Представьте, 1912 год. На втором этаже располагались две квартиры на 6 и 5 комнат с отоплением, ванной комнатой и туалетом. Скажу вам по секрету, что до начала 2000-х тут, на этой улице, в основном у большинства домов, у жителей туалеты были на улицах. И эти дома был так называемый подменный фонд, в который особо-то не стремились жить, именно по причине отсутствия туалетных комнат в домах. И сие удобства располагались на улице. А тут представьте, 1912 год, и все это было. По тем временам почти фантастика, скажу я вам. На первом этаже располагался магазин и швейная мастерская, а жилые квартиры, как я уже сказала, были на втором этаже. И это, пожалуй, один из немногих домов, где реставрация была проведена просто замечательно. В 2005 году под руководством архитектора Ольги Спички был проведен ремонт фасада и внутренних помещений, и много элементов удалось сохранить. Уже в 1939 году, когда хозяева дома уехали, здесь работал медицинский госпиталь Финкеля, а позже, в советское время, до 1969 года находилось управление сельского хозяйства, и позже уже различные организации. И благодаря замечательно проведенной реконструкции дома у нас есть уникальная возможность рассматривать этот красивый и богато украшенный фасад дома. Видно, что этот дом строили для себя, с любовью, потому что многие дома на улице Кирова строились как доходные дома, как учреждения, а этот дом как дом жилой, и поэтому такой необычный фасад. Дом номер 27, вот этот маленький желтый напротив дома Косовских.
Он построен в 1889 году и известен тем, что в первой половине XX века, а именно в 1923, здесь работала фабрика Красинского по разливу водочных изделий. После того, как мини-фабрику закрыли, в доме жила известный гродненский врач Клавдия Оттович-Станьская, а сейчас дом также жилой, но уже, конечно, с удобствами, и в доме великолепное расположение и вид на красивый дом Косовских. Очень интересный вот этот кирпичный дом номер 31, 1885 года постройки. На фасаде сохранились старинные балконы и оригинальная деревянная дверь. В 1926 году в доме было Гродненское лесничество, а во дворе дома был каретный двор. И по воспоминаниям местных жителей, в этом доме в советское время дважды находили клады. Один раз во встроенном шкафу, а другой раз рабочие при ремонте печки нашли мешочек с монетами. Дом подвергался реконструкции и частичной перестройке, как видим, кое-где видны заложенные проемы окон. И я насчитала как минимум 4 входа в дом с разных сторон. Возможно, просто некоторые квартиры имеют свой отдельный вход. И на фасаде здания интерес представляет собой оригинальная сохранившаяся дверь. Если подойти посмотреть, она имеет такие двойные ставни, что называется, благодаря чему очень хорошо сохранилась именно внутренняя вот эта вот вторая, как бы от нас дверь. И в городе редко можно увидеть такую конструкцию. Они есть, но очень мало. По-моему, на Телеграфной я также видела такую же дверь, именно двойную. Дверь эта оригинальная, старая, еще 1885 года постройки. Помните, я как-то рассказывала в одном видео, как можно отличить старые и современные двери. В старых дверях спрятаны петли. Они утоплены для сохранности двери всех механизмов, чтобы они более исправно работали, более долговечно. И вот здесь именно тот случай. И на фасаде дома под балконами сохранились кованые или литые кронштейны. Определить с такого расстояния трудно. Кованые они более шероховатые, сделанные руками мастера, а литые они более гладкие, но и более тяжелые конструкции. Возможно, все же литые. И как раз напротив, через дорогу от этого дома, находится дом номер 36. Построенный в 1888 году, он принадлежал семье Листовских. Кто из вас знаком с историей города Гродно, уверенно могут знать эту фамилию. Эдвард Листовский, полковник царской армии, и с 1907 года и до оккупации города кайзеровскими войсками он был городским главой. После окончания Первой мировой войны и убытия из Гродно германских войск Листовский возглавил Временный городской комитет по управлению городским хозяйством. Чуть позже он стал президентом города Гродно, первым президентом, и вскоре в 1922 году скончался. Сам Листовский с семьей жил на улице 1 мая, а этот дом был построен как доходный. Эдварда Листовского очень любили в городе, именно благодаря его усилиям во времена кайзеровской оккупации. Город тогда не пришел в полный упадок, и в 1924 году в его честь называют эту улицу. И только с января 1940 года улица носит название Сергея Кирова, советского партийного и государственного деятеля. Сейчас дом жилой, многоквартирный, здесь живут обычные люди, страдают от отсутствия парковочных мест, а к шуму за окном давно привыкли. Люди как люди. На доме сохранились оригинальные балконы и лепные украшения фасада. Возможно, соседствуя с таким богато украшенным лепниной домом Косовских, по-другому его и не могли построить. Следующий дом, номер 40, построен в начале 20 века, и изначально он строился и проектировался не как жилой дом, а как общеобразовательное здание. И на протяжении всей своей истории, более 100 лет, служил просветительским целям. До Первой мировой войны здесь работала частная женская гимназия, здесь же находилось управление Гродненского раввината, а в 1930-е годы в доме номер 40 находилась учительская гимназия Тарбут и гимназия Вельдмана.
После победы в доме номер 40 открыла свои двери средняя школа номер 1, которую позже уже в 1955 году сменила средняя школа номер 7. И, по-моему, даже как-то я делала видео с прогулками по городу, кто-то писал, что даже учился в этой школе из подписчиков. А с 1972 года в этом здании находился городской отдел народного образования, затем дюшор номер 5, а сейчас здесь работает детская музыкальная школа. На ней можно увидеть памятную доску в честь композитора Юрия Семеняка, председателя правления Союза композиторов БССР, чье имя с 1995 года носит это учреждение. Юрий Семеняка с 1946 по 1951 годы работал в Гродно концертмейстером ансамбля под управлением Григория Романовича Ширмы и часто встречался с учениками школы. Само здание школы достаточно просторное, и в 40-й дом, конечно же, поражает размерами относительно других домов на улице Кирова. Но все же стоит помнить, что и строился он изначально в начале 20 века как общеобразовательное учреждение, из стен которого вышло немало учеников. И, возможно, кто-то из вас тоже в свое время здесь учился. Во дворе школы установлен памятник юному флейтисту. Именно такое название можно услышать чаще всего, хотя это не совсем верно. Скульптура мальчика – это образ юного Симона-музыканта, героя поэмы Якуба Колоса. Сюжет видео о городских скульптурах я снимала, и он есть на моем канале. Ссылку на него я прикреплю в конце видео. Кто не видел, может посмотреть. Там я рассказываю об этой скульптуре очень интересные истории. Улица Кирова заканчивается домом номер 45, и все эти дома были построены в конце 19 либо в начале 20 века, но рассказать про них особо нечего, информации не сохранилось. Кроме того, что сейчас в них живут обычные люди, гродненцы, в двух- и в трехэтажных домах, паровое отопление, крутые деревянные лестницы с узкими ступеньками, которые упираются в дверь подъезда или квартиры, а на лестничных площадках склады всякого хлама. Но в этом, возможно, и есть своя прелесть этой улицы. Прогуливаясь вдоль старых домов, можно зайти в один из многочисленных уютных двориков и отдохнуть, сидя на лавочке. И сегодня на улице Кирова размещается множество популярных кафе, баров, туристических бюро, магазинов, государственных коммунальных учреждений, организаций. Яркая, уникальная Гродненская улица с содержательной историей. Она по праву является одним из центров притяжения туристов. Это видео я снимала очень долго, несколько дней, как можно видеть по кадрам. Кое-где снег лежит, где-то снега нет, но это потому, что я снимала в разные дни. Ну вот так получилось, что в один из дней выпал снег, и была такая великолепная погода. Я поехала на съемки для того, чтобы снять красиво вот эту вот улицу для вас, потому что все-таки согласитесь, что когда мы видим голубое небо, когда яркое солнышко освещает здание, то картинка совершенно другая. Вот такая она улица Кирова. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, напишите, что вы об этом думаете. Может быть, знаете какие-то интересные истории об этих и не только об этих домах на вашей улице. Я тоже с удовольствием могу подъехать и снять эту историю и рассказать об этом всем. И, кстати, для тех, кто пишет, что это всего ничего, ходи да снимай, расскажу, что это видео состоит из 207 отрезков маленьких видео и 68 отрезков маленькой нарезки озвучки. Так что всех обнимаю, всем пока.